Всем привет, народ! Значит, это у нас тактический рюкзак Ribble на 35 литров, который я покупал на Алиэкспрессе. На него есть обзор, распаковка после покупки. Ну и спустя 3,5 года ежедневной носки хочу показать просто, что с ним произошло, как он выглядит, какие косяки для меня я для себя в нем увидел. В общем, кто не видел распаковку, обзор, ссылка будет в описании под видео. Ну и перед просмотром видео я, как всегда, попрошу вас подписаться на этот канал, поставить лайк, написать любые комментарии, потому что все это очень сильно помогает развитию канала. Ведь вам не сложно, а мне приятно. Так, ну что ж, давайте посмотрим, как он выглядит. Цвет вот этого материала, он стал какой-то, вот на камере, по-моему, сейчас как раз видно, что вот эти лямки, они черные, а этот цвет какой-то более такой, то ли бурый стал, то ли в коричневую какую-то. Он тоже черный. Его как бы от черного-то особо не отличишь, но какой-то есть оттенок непонятный. Значит, вот эти застежки, ни одна не сломалась, ни на боках, нигде. Вообще никакие пластиковые крепления не сломались, все служит. Вот эти вот вещи тоже все в порядке. Давайте откроем. Прошивка, швы, все, в общем-то, меня устраивает. Рюкзак сам по себе крепкий. Вот что я могу сказать точно, так это то, что он крепкий. Во всяком случае, мой вот этот вот. Потому что таскал я здесь разные тяжести. Ничего не порвалось, не растянулось. Ну, покажу один момент, но это я сам виноват. Вот. Все здесь вроде бы на своем месте. Ничего даже не порвалось. Ну, в этом отделении я пользовался им не так часто. У меня здесь постоянно валялся повербанк и фляга с водой. Небольшая. Вот. С этим все в порядке. Откроем переднее отделение. Крупное. Не самое, это крупное. Так. В этом кармашке тоже у меня что-то, какой-то или ножичек, или мультитул валялся. Вот. Здесь все в порядке. А вот сеточка. Сеточка, конечно, с дырками. Сетка с дырками уже вся. Лучше вместо этой сетки, конечно, делать просто вот такой материал. Потому что с ним ничего не происходит. Вот. Он как был, так и остался. Вот. А сетка вся в хлам просто. Вот. Тут у нас, тут что? Здесь дно. Швы на дне не растянулись, не порвались, ничего. С этим порядок полный. По поводу молнии. Молнии, что удивительно, все молнии на одежде, где бы то ни было, у меня всегда ломаются. Здесь, на удивление, молнии оказались крепкими, прочными. Ни с одной не было проблем. Молнии металлические, вот такие крупные. Работают все идеально, все до одной. За 3,5 года ежедневного использования носки. Вот. Откроем давайте дальше большое отделение. Раскроем его целиком. Так. Большое отделение, это я уже показывал, открывается полностью. То есть вот так его можно разложить. И вот так вот он будет выглядеть. Здесь давайте скажу сразу. Здесь вот такое отделение. Оно, конечно, удобное. Я им постоянно пользовался. Но оно из сетки, опять же. Сетка вся в дырках. Хотя я сюда кидал мультитул, у меня тяжелый лежал, какими-то уголками, может быть, порвал ее. Сетка нежная, конечно, вещь. Я не знаю, если пользоваться более аккуратно, я не старался использовать этот рюкзак аккуратно и беречь его. А использовал так, как мне было удобно. Клал сюда то, что мне хотелось, то, что мне было удобно положить и достать с этого места. Никогда не следил за его сохранностью какой-то, никогда не берег, так скажем. Так, здесь на материале какая-то дырочка у меня образовалась. Что я здесь только не носил, это я, возможно, прорвал чем-то таким угловатым, острым тоже. Так, в принципе, все. Все хорошо. На дне у нас рюкзака, здесь у меня крошки. Вот, на дне рюкзака тоже немножко протерлось, какие-то вот есть. Вот этот вот верхний слой материала. Здесь у нас еще толстенная вот это вот нейлон типа кордуры. Вот. И что-то еще мягкое там в дне. Точнее не в дне, а во всей спинке. А дно-то у нас, это я спинку показываю. Сейчас я про это расскажу, почему я ее за дно сейчас счел.
Дно-то у нас вот оно. Вот оно. Вот дно. Само дно рюкзака. Здесь отверстие. Вот. С дном все в порядке. Вот. А это спинка. Это уже идет у нас спинка. На спинке дырка. Внутренняя часть этого материала. Тут есть какая-то... Я вот не замечал. Не то чтобы покрытие. Сверху-то его нет. Но почему-то вот здесь образовалась какая-то такая ворсистость, бархатистость. Что это такое? Даже непонятно. Какая-то бархатистость. Но такого покрытия нигде больше нет, кроме как вот на этом месте. И вот тут вот оно немножко идет. Хотя вот здесь оно, я его раньше не замечал. На самом деле, что-то такое вот бархатистое. Оно не сыпется, ничего, оно мягкое. Непонятно, что это. Я вот только сейчас на самом деле увидел. Вот, ну ладно. Да, кстати, вот только сейчас вспомнил. Это уже было дело давно. Здесь на задней стенке рюкзака, вот он у меня открыт сейчас. Вот так вот он. Раскрыт. Здесь была такая резиновая лямка. Это что-то типа для того, чтобы засунуть ноутбук сюда под эту лямку, и он там держался. Я ноутбук здесь носил пару раз, но мне очень мешалась эта лямка. Она мне просто очень мешалась, когда я что-то сюда накладываю в рюкзак, она постоянно цеплялась. Я ее взял и срезал. Просто срезал. Вот здесь такая лямка была. Спинка, да, внутри немножко потерлась. Немного потерлась. Но носил я здесь очень много всего. И тяжести, что еле это самое, как сказать, плечи оттягивались. Все это он выдержал на самом деле. Дальше. Вот такое отделение на молнии. Тоже очень удобное отделение. Я им постоянно пользовался. Здесь какие-то документы можно носить. Ну, я, собственно, и носил. Вот. Отделение на молнии очень удобное. Хотя, если бы здесь было вместо сетки такое же отделение, было бы намного лучше. Вот это было бы вообще отлично. Так, далее давайте обратно его закроем. Так, значит, как я уже сказал, все защелки, все на месте абсолютно. Защелки пластик довольно крепкий, ничего с ним не произошло. Вот. Что по поводу вот этих лямок, вот эти вот сверху, советую сразу, прям после покупки, взять и вот так закрутить пару раз, вот так вот скрутить и прошить. Это нужно для того, чтобы они вот так просто отсюда, когда тянешь, когда что-то очень тяжелое, они могут выехать вот так вот и вылететь. Просто вот эта вот скрутка не даст отсюда выехать. Хотя это, по-моему, должно уже на заводе делаться, но как-то не сделано. Вот такие кончики советую все прошить, закрутить, чтобы они стали потолще и не пролезли вот сюда. Сами, чтобы не вылезли. Потому что вот здесь на лямках была стяжка на груди, стяжка лямок такая на защелке. Она у меня вылетела. Просто вылетела и потерялась. Точно таким же способом были кончики не скрученные, не прошиты. Они сами выскочили и она где-то потерялась. Что значит по нижнему поясу? Он у меня, по-моему, он у меня здесь есть. Я им не пользовался никогда. Вот, поэтому я его просто завязал на узел. И он у меня вот здесь сбоку засунул вот за эти ячейки. Вот за эти вот. И он там у меня болтается на узле. Вот. А эта часть ответная. Здесь и ответная часть у меня. Все. На узел завязан. Теперь самый неудобный момент, который мне вот прям не нравится. Не сразу это произошло. Он не держит форму. Он просто как мешок, как тряпка. Как хочешь, можно в комок его скрутить. Ничего жесткого нет. Ни в спинке, нигде. Хотя изначально спинка, что-то типа жесткости было в ней. Она держалась. Она форму держала. То есть его ставишь, он стоит, спинка ровная. Открываешь, расстегиваешь, видишь дно. Можно залезть рукой, что-то ищешь, возможно, маленькое там валяется на дне. Что у тебя там на дне, можешь увидеть. В процессе использования спинка вот в этом месте, вот тут даже видно, такой идет изгиб, она перегнулась. И просто он стал сгибаться, когда его ставишь. Вот так вот он
сразу выгибается, и буква Г стоит. Это очень неудобно, потому что ты вот поставил рюкзак, что-то тебе надо там... Так, как я его закрыл тут? Так, сейчас. Вот, ты его поставил, открываешь, что-то тебе на дне надо найти. И ты не видишь дна. Он у тебя стоит, а там дна не видно, потому что дно оно вот здесь вот оно согнуто. И тебе надо его поднимать вот так вот, растопыривать, держать, что же, где там у тебя. Вот этот момент мне очень не нравится. И как раз это вот изгиб этот произошел на месте, где вот эта вот лямка стягивает рюкзак. И видно, когда я что-то тяжелое набивал сюда, очень много, полностью рюкзак набивал, стягивал его вот так вот потуже. И на этом месте прям перетянулась вот эта спинка и начала изгибаться. В общем, вот этот момент мне как бы не очень нравится, то, что он не держит форму, как мешок просто тряпочный. Хотя за эти 3,5 года я, наверное, раз по 5 в год его стирал точно. Стирал я его очень часто. Как видите, выдержал стирку. Возможно, из-за этого цвет так побледнел, поменялся. Возможно, из-за этого он стал как тряпка весь. Вот. Естественно, никакую воду он сейчас, я даже не помню, вначале он что-то держал, и я даже, наверное, не испытывал на водонепроницаемость. Сейчас, естественно, он уже после таких нескольких десятков стирок воду не держит. То есть дождь промокает. Вот. Ну, а по поводу прочности, это просто очень прочный рюкзак оказался. Молнии, застежки и сам материал, просто очень прочный рюкзак. Что я, какие тяжести только не носил. И вот. Сейчас, конечно, уже задумываюсь, он мне и поднадоел одно и то же уже. И что-нибудь хочется новенькое. Буду что-то присматривать новенькое. По поводу носки тяжестей. Носил я уже не помню, какие-то коробки. Что-то типа ящиков угловатых таких, тяжелых. И вот здесь на углах где-то я замечал, уже не вижу. Вот здесь на углу. Углом этой коробки вот так вот немного растянулось. Материал растянулся. Но это я сам виноват, если бы я угловатые тяжелые коробки, вот эти ящики здесь не таскал. Вот. Все было бы в порядке, и носить можно было бы еще несколько лет его, наверное. Вот. А тут прям вот прямоугольный ящик кладешь, и вот на этих углах растянулось. Материал растянулся. Так, вот такие дела. В общем-то, вот такой рюкзак, я не знаю, смотрите, вот все косяки, которые для меня здесь есть, я показал. Вот, в принципе, лямки тоже по поводу надежности даже нигде не начали отрываться. Какие вот, хоть я тяжести и таскал здесь, вообще не оттянулись, ничего, не растянулись. По поводу надежности это просто, если вот не кидать сюда что-то острое, угловатое, что может причинить вред материалу, то рюкзак очень прочный, шито хорошо, надежно. Вот, ну вот, в общем-то, на этом, думаю, все. Ссылка на распаковку после покупки и на продавца на Алиэкспрессе будет в описании под видео. Как обычно, все полезные ссылки в описании под моими всеми видео. Также подписывайтесь на мои соцсети, там обычно более подробные фотографии я выкладываю. Вот, ну и подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Это все очень сильно поможет развитию моего канала. Ведь вам не сложно, а мне приятно. На этом все. Всем спасибо за просмотр.